Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня поиграем за Лизи Капитана. Будем сегодня капитанить в командных боях, хоть там есть и сложно, но после Генри я туда не пойду. И мне хватило этого удовольствия на всю жизнь, наверное, поэтому идем в командные бои. Какие бы ни были у нас команды, мы, как говорится, на Лизе. Лизи могет, Лизи жесткая, Лизи яйца отложит, и все будет красиво. Поэтому идем. Тащить, блин, какие же уровни топовые попались, просто нечто. Ладно, откладываем яйцо и играем. Красиво у нас все получается, у нас есть фламинго, в принципе, и парочка никсов. Да, звучит, конечно, перспективно даже, очень, я бы сказал, очень перспективно. Не звучит вообще ни разу. Сейчас на меня выйдет, знаете, команда из 17-х эр у левелов таких фуловых, знаете, там 4 никса и какой-нибудь... Ну, не знаю, кто там еще, жираф, да, 17. И все, и ты такой, бульки нету. Ну, как говорится, это все слова. Мы можем... О, хорошо, что там орел какой-то неадекват. Так, нужно аккуратно сейчас играть. Почему? Потому что... У меня команда поддержит, они же рядом стоят. О, Никс подбежал. Вот, кстати, проблема в командных боев, то, что нету дефибриллятора. Вообще ни разу. Никакого. Из-за этого большая проблема получается у нас в командных боях. Ну что поделать, такая игра. Гранатку закинул. Джейд добежала. Закину ребятам еще яйца, пусть будут. Как говорится, почему нет? Надо срочно убивать этого бака, иначе... Фух, успел, вы видали? Если бы не успел, сейчас бы реснулась 14-я Джейд. Что вы понимали, 14-я Джейд бы реснулась. У нас еще там живой, как от почему-то фламинго. Жесть. Как они... Вот вы суть не понимаете, ребят. Тут было, короче, два сквада. Мы только что дрались на 2 сквада одновременно. И каким-то чудом мы еще смогли что-то сделать, понимаете? В чем прикол? Жесть, я, конечно, в акулу не попал, но, в принципе, это уже не важно. Вот так вот сделаем. Я там какие-то шоты закидываю, кстати, черепаха, если что. Закинемся пока что в бочку. Все, погнали, погнали. Закидываемся в бочку, лутаем арморчик. Гранатку, тут все дела, лук там бахаем. Неважно куда, главное было бахнуть. Хамелеошка, тут акулку подбахали. Все, красиво, у нас просто лучшая команда. Спасаем наших ребят. Красивенько, да, тут? Схилимся, берем аптечку. Еще там бахаем куда-то, не пойми куда. И, в принципе, у нас все хорошо. Домой, вот, смотрите, какая дерзость, а? Это ж надо быть таким дерзким, чтобы такое себе позволять. Надо бы намекнуть ребятам, что надо играть командно. Погнали. Ну все, типа, блин. Вот вы понимаете, да, я там дерусь еще с кем-то, с одним сквадом. Тут Фламинго с Никсом дерутся со вторым сквадом. Они не умирают, выживают, делают все красиво. Жесть, это как нужно так играть? Еще один хамелеон. Ох уж эти хамелеоны, любители побегать, да? А драться кто будет? Хамелеоны. Вот, кстати, играю на хамелеоне, и меня иногда беспокоит один момент. То, что я, типа, ну, слишком, наоборот, дерусь. То есть я вместо того, чтобы как-то играть более сейвово, да, слишком иногда дерусь, и меня иногда, наоборот, напрягает, понимаете, вот. А этот хамелеон вообще почти не дерется, просто халявит. Ну, кстати, 9 киллов, неплохо. Хоть и 13 уровень был в этом бою, как бы, ну да, это давало преимущество. Но там был 12 акул, который по силе, ну, реально очень жесткий и мог спокойно разваливать. Но, к сожалению, моя команда играла командно. Неожиданно, но они молодцы. Респект и уважуха. И мы отправляемся в следующий бой. Побольше бы таких ребят, на самом деле, у нас в игре было, и было бы идеальное. Просто лучшая игра в мире. Да, баланс бы еще, багов бы. Короче, что-то я много хочу от игры. Откровенно говоря, да, ребятки? А чё, бобё... ну, как говорится, ребят, бобра не ресаем? Не ресаем. То есть был баг, даже пофиг, что он с кофе. Я бы ему отдал гранатку.
А, все, минус я. Понимаю. Кстати, бочкой засейвил. Обойдешься, бачок. У меня как бы первобытный инстинкт, ёпта. Я бандит. Бандит, понимаешь? Я бандит, Бак. Ля-ля-ля, какой дерзкий. А его сзади уже другой сквад душит. Какая игра прекрасная. Кстати, как вы заметили, у меня много осталось сокомандников. Точнее, как они играют командно, да? Намекну Баку, что надо бы играть командно. Ой, бобер у нас умер. Двое ребят у нас еще осталось. Они... Ну что ты не слушаешь? Что у тебя в... Ну, это же Бак с кофем, да, ребят? А чего я рассчитываю от Бака с кофем? Вот реально, ну что я мог... На что я мог рассчитывать от Бака с кофем? Да? Эрл пал. Ник с легендарной гранатой. Спасибо бобру, который отдал легендарную гранату противнику. Спасибо. Очень, как говорится, перспективно было сделано. Так, уворачиваемся, откидываем гранатки. Блин, ну вот против такого уворачиваться, это ж капец просто. Бак там что-то пытается делать, но я не знаю, что у нас получится с Баком замутить. Бак тут кого-то убивает даже. Пытаюсь я по Никсу бахать, отстреливать как-то. Ну это капец как сложно сделать. Пытаюсь акула тут вынести хоть как-то. И сейчас более сейвово сыграть, потому что ну это капец. Сейвим, хилим Бака. Как-нибудь. Фу, как же сложно. Как же сложно. Но мы живем. Это прекрасно. Я считаю. Ну блин, как против этого жить? Как против этого жить? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Ну сейчас будем жить. Сейчас будем жить. Бак пошел врываться в атаку. Врывается, тут убивает. Красавчик. Смотрите, ля какой, а? Даже с кофем и то красавчик. Хилится от моих этих штучек. Здесь Дона. Блин, а что-то сейчас меня могут убить. Надо аккуратненько себя вести. Я должен подхиливать Бака. Подсейвиливать его. Ну, хамелеон, конечно, да. Очень полезный. Просто стоял тут сбоку, смотрел. Ну, как бы логично, что мы проиграли против Доны 13. Все-таки Бак баком, но столько урона, когда в тебя влетает, ну, там никто не переживет. К сожалению, вот такие вот команды бывают. Печально это, конечно, но такая игра, такая жизнь. Поэтому нужно, как говорится, превозмогать, одолевать эту преграду на пути к высшему рейтингу. Так, попробуем залутать гранатку. Она, конечно, у меня тут никому не поможет вообще. Но, к сожалению, больше, кроме гранат, у нас ничего нет. Команда вообще не слушается. То есть они хотят драться. Я пытаюсь что-то с этим сделать, но... Получается так себе. Ну, вроде хоть как-то получается, в принципе. Я здесь убиваю, попробуем что-то с этим сделать. Ну, я попробовал что-то с этим сделать, и что-то не получилось. Ну, я пробовал. Я попробовал. А что так душно, а? Что-то очень душно получается. Что-то прям капец как душно. Капец какая душнила получается. Ну тут против двух складов опять же деремся. Нужно отойти немного в бочок. Забери гранату. А у него золотая. Откуда ты взял золотую? Я сейчас до орла не успею. Ну все, это минус я, походу. Ну блин, ну как против двух складов-то драться? Ну... Ой, не могу, короче. Задолбался. Все, у меня уже слов нету. Если челики не видят то, что здесь два склада, ну, это их проблемы, как говорится. Пусть умирают. Ну, я уже не могу, ну... Из-за этой Яры у нас померло 2 человека. Неадекватная Яра, кстати. Блин, не достал капельку буквально. Там еще спину склад идет. А вы офигели вообще? Они там офигели, ну. В 3 сквада душить-то. С 3 сторон, вы понимаете, да?
Просто 3 сквада с 3 сторон такие. Взяли, зашли. Понимаю. Бочки. Ну, конечно, там все бочколюбы, что ли. Погнали. 6. Еще один бак. А что так слабо по бакам, а? Где мои баки? Не понимаю. Жираф там что-то дефает кого-то. Влетаем сюда, разваливаем этих ребят. Прекрасно. Там что, 17 жителей мне показалось? Домой кенгуру. А нет, 11. А, ну у меня 11 шотнула, какая разница? Бля, там баг дерзкий какой, а? Блин, золотое копье, конечно, хотелось бы, но ладно. Главное, что живой. Это уже хорошо. Так, ну, в принципе, у нас как-то немножко получается. Совсем капельку. Что-нибудь мутить. Попробуем побахать. Жравчик у нас вроде адекватный, поэтому он забахает хорошо. Я пока тут лук заберу. Так, нам бы уйти как-нибудь, жирафчик. Понимаешь? Нет, не понимает, ну ладно. Я думаю, я жирафа смогу отсюда прикрыть, если что. Как-то в Никса попадаем здесь, как-то промахиваемся. Нормально, у нас все получается. Тут они, кстати, между собой дерутся, это хорошо. Потому что, ну, как бы это дает очень серьезное преимущество, то, что они дерутся не только против нас. А у нас, кстати, все очень даже так неплохи. И мы тут неплохо так развалим. Ну, получается, по итогу. Так. Ну, кстати, мы, походу, победили. Там 7-й Никсы остались, это уже не проблема. Ну, вот такие вот дела, ребята. Жираф молодец. В итоге Яра тоже оказалась молодец. Потому что она хотя бы жила, старалась. Ну, там было уже легко выживать. Блин, мы могли Изи затащить. Изи могли затащить, если бы остальные ребята тоже подсуетились. Немножко обратили бы внимание на то, что нас с двух сторон зажимают, потом еще третий склад пришел зажимать. Ну, я вам скажу, это была эпичная победа. Приятно, вот такие бои именно конкретно приятно играть. Обожаю такое. А на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.